Я обычная молодая женщина из Европы. Люблю путешествовать, открывать новые миры и проверять границы возможного. В этот раз моя дорога снова ведет в Индию, страну, где каждый шаг превращается в откровение. Но это путешествие особенное. Я направляюсь в Варанаси, древний город смерти и перерождения. Там, на берегу Ганги, меня ждет место, о котором даже многие индийцы говорят с трепетом – ашрам Акхори, ужасный, загадочный, притягательный. Меня пригласил туда сам настоятель ашрама. Он увидел во мне не просто иностранку, а, как он сказал, старого друга из прошлых жизней. Он решил, что пришло время пробудить мою силу, вернуть забытые знания и провести меня через суровую школу Акхоры. Первым делом, как только я приехала, гуру взял в руки мои мурти. Он внимательно их изучил. Казалось, он чувствует, есть ли в них сила, присутствует ли шакти. Он остался доволен. Сказал, что в них действительно есть энергия, живое присутствие. Затем он дал мне несколько рекомендаций по служению, как правильно ухаживать за ними, как и когда делать пуджу, какие мантры использовать для поддержания силы. После этого он взял мои мурти и поставил их на главный алтарь ашрама. Для меня это был не просто жест, это было благословение и подтверждение того, что мой путь начался по-настоящему. Так я вошла в мир, где рушатся границы, где тело лишь оболочка, а тьма — дверь к истине. Это моя история, история пробуждения. Главное божество храма — Махакали. По обе стороны от нее расположены 10 богинь, Дас Махавидья, по 5 с каждой стороны. Они неотделимы от самой Кали, ведь каждая из них — это один из ее аспектов, ее внутренняя суть. Мурти Ма-Кали украшена гирляндой из настоящих человеческих черепов. Гуру бережно хранит память о каждом из них. Он помнит, кому принадлежал каждый череп. В основном это люди, умершие от укусов змей. Гуруджи дал мне новое имя – Нагвини. Он рассказал, что во время ягны Ма произнесла это имя и велела называть меня так. Акхора Гуру объяснил, что в одной из прошлых жизней я была нагом, змеей мужского рода, и что эта сила до сих пор живет внутри меня. В тантре имя Нагвини указывает на женское воплощение шакти, связанное с нагасилами и пробужденной кундалини. Такое имя дается тем, кто связан с тайными змеиными традициями, йогиням, божествам, носительницам глубинной силы трансформации. Мое жилище очень скромное, всего лишь несколько стен и крыша над головой, такой же, как у обезьян напротив. К Ачарье каждый день приходят люди, кто-то с мольбой, кто-то с болью, кто-то в поиске света. Просят о разном, о здоровье, о деньгах, гармонии в семье. Махадев помогает всем, кто обращается. Бесплатно. Это называют Лока Кальян – служение на благо мира. А рядом с гуру Лакшми – нет, не богиня с лотосом, а олениха. Да-да, самая настоящая. Она не отходит от него ни на шаг. Ни один ученик так преданно за ним не ходит. Говорят, в прошлой жизни она была его женой. Видимо, до сих пор не отпустила. Я привезла Гуруджи подарки, футболки с изображением Кали и Шивы. Он улыбнулся, а вот его ученики были не в восторге. Им было непонятно, зачем сюда приехала какая-то женщина, белая, маленькая и хрупкая. Что она хочет? Чему она может здесь научиться? Но Гуруджи их быстро осадил и сказал: «Не судите по внешности, в ней сила, и я это вижу». Учитель отправил меня вместе с еще одной женщиной на кухню готовить чай масала. В ашраме вся еда и напитки сначала обязательно предлагаются матери. В ягна-кунд – это священный порядок.
Пока мы готовили, мы шутили, смеялись и громко разговаривали, по-простому, по-женски. Но позже Гуруджи сделал нам строгое замечание. Сказал, что нас не должно быть слышно и желательно видно тоже. В ашраме важна скромность. Голова всегда должна быть покрыта, а лучше и лицо. Нельзя сидеть рядом с мужчинами и разговаривать с ними, а когда гуру и его ученики курят чилум, нужно отворачиваться. И вот тогда до меня начало доходить. Я попала. Все оказалось совсем не такой сладкой духовной сказкой, как это казалось поначалу. Здесь строгий порядок, жесткие правила, никаких поблажек за мою хрупкость или белую кожу. You wake up, mother. Ранним утром у Ма красивое, мягкое и доброе лицо. Но стоит на небе появиться луне, Ма словно просыпается, и тогда ее облик меняется, лицо становится грозным, она принимает форму Махакали. Гуруджи выполняет ритуал Паван Павитрам. Это очищающий ритуал, который совершается с помощью мантры Ом Шрим и энергии праны, чтобы убрать негатив, болезни или последствия черной магии. Гуру объясняет, что Ом Шрим – это звук шакти или силы, которая есть в каждой женщине. Паван на санскрите означает ветер или воздух. Это один из 5 первоэлементов, символизирует движение, дыхание или прану. Павитрам означает чистота или очищение. Женщина проводит рукой или тканью вокруг тела ребенка или взрослого, произнося мантру Ом Шрим, Ом Шрим, Ом Шри. Это движение символизирует сдувание зла ветром. В этот раз Амавасия, новолуние, выпало на понедельник. Такой день называют черной луной. Луна полностью сливается с солнцем и исчезает с неба. Наступает тьма. Гуруджи сказал, что в такие дни энергия Кали особенно усиливается. Именно в этот день в ашраме прошла особая пуджа с жертвоприношением буйвола. Буйвол в Акхоре не просто животное, это воплощение ассурической природы. Он символизирует невежество, агрессию, животные желания, эго, лень и инерцию. В йоге это называют тамасом. Жертвоприношение буйвола – это не про насилие, это про внутреннюю работу. Убить буйвола – значит разрубить в себе то, что тянет вниз, подавить страх, разрушить эго и выйти за пределы страстей. В Акхоре внешний ритуал всегда отражает внутреннюю трансформацию. Кровь – это не просто вещество, это прана, энергия, и она несет информацию. Через кровь передается намерение, внутренняя суть. Кровь предлагают матери, как подношение, как топливо для ее силы. В тот день Махакали омыли кровью буйвола. Это был акт посвящения, а не насилия. В ашраме режим очень строгий. Служение идет практически 24 часа в сутки без выходных и передышек. Еда 1, максимум 2 раза в день. Женщины часто приезжают сюда на несколько дней, иногда с маленькими детьми, но комнат для них нет, даже туалета нет. Они спят под открытым небом, прямо на циновках. Если идет дождь, укрываются в коровнике.
Сегодня все началось в 3 часа ночи. Ребята только что вернулись со смошана. Все измотанные, выжатые, с закрывающимися глазами. Я уже было надеялась, что нас отпустят спать, но не тут-то было. Амавасия – особая ночь. Гурудев вдруг стал снимать с Ма все атрибуты – оружие, одежду, волосы – и объявил, что сейчас будет полный махаабишеком всех божеств. И если гуру сказал Маха-абишеком, значит все, повелевающее слово. Все сразу включаются. Несмотря на усталость, несмотря на то, что никто не спал уже сутки, люди с новой силой берутся за дело, стирают сари, моют волосы всех богинь, натирают мурти до блеска специальной пастой. Гуруджи сам весь день пахал и сейчас энергично стирает. Я спросила у него, откуда у тебя силы? Он ответил просто, Ма дает шакти на служение. И с этим не поспоришь, я видела своими глазами. Он работает с рассвета до рассвета, без отдыха. Для Махадева служение матери всегда на первом месте, а все остальное потом. Во время абишека Мамакали омывают водой с кумкумом, красным порошком, символизирующим кровь, менструальную силу и прану, то есть жизненную энергию. Он связан с Шакти, первоизданной силой Божественной Матери. Красный цвет — это жизнь, плодородие, страсть, сила и жертва. Когда кумкум растворяют в воде и поливают им мурти кали, происходит как бы алхимическое соединение крови и воды, энергии и сознания, ярости и сострадания. В традициях Акхоры и шактизма, где Ма воспринимается как живая, дышащая энергия, кумкум с водой становится концентрированной шакти. Омовение таким составом — это способ призвать божественную силу и усилить ее присутствие. Махадев с большой теплотой и любовью вспоминает о своем гуруджи. Он много раз говорил, что именно благодаря этим годам, проведенным рядом с учителем, он стал тем, кто он есть. Он всегда подчеркивает, без гуру духовный путь невозможен. Только гуру может показать то, что невозможно понять умом. И вот однажды Махадев поделился такой историей. Когда ему было 14 лет, он 4 года провел вместе с Гуруджи в лесу у Малликарджуны. Однажды они шли по лесу и увидели мертвую корову. И Гуруджи вдруг сказал: «Ешь, начни с живота». Махадев в шоке ответил: «Гуруджи, вы шутите? Как можно есть дохлую корову?» А Гурудев спокойно ответил: «Ты еще маленький мальчик, ничего не понимаешь. Просто закрой глаза». Махадев послушался и закрыл глаза, а Гуруджи начал читать какие-то мантры. Когда он открыл глаза, он онемел. Живот коровы был покрыт красивой красной тканью, а на этой ткани столик, тарелки с молоком, фрукты, масло гхи. Махадев в изумлении спросил: «Гуруджи, откуда все это?» А тот просто ответил: «Ешь сколько хочешь, но запомни, с собой ничего брать нельзя». Махадев съел манго и 2 банана. Гуруджи тоже немного поел, потом снова сказал: «Закрой глаза». Махадев снова закрыл, а когда открыл, той части тела коровы больше не было, ни живота, ни внутренности, все исчезло. Он был потрясен, но не стал задавать вопросов. Он понял, что съел часть тела этой коровы. Я все ждала, когда меня возьмут на смошан, но учитель медлил. Женщинам туда нельзя, особенно ночью. Видимо, Махадеву нужно было время, чтобы подготовить своих учеников. В конце концов, никто не был против, и уже через пару дней меня взяли. Мы поехали на тракторе. По мере приближения к смошану стало ясно, тела еще не догорели, значит, родственники все еще там. Акхори не совершают ритуалов в присутствии посторонних, они вообще стараются быть незаметными, приходят на смошан ночью, когда никого нет. Нам пришлось ждать.
Мы остановились в нескольких сотнях метров от места, расстелили циновки, легли и смотрели на звезды. Учитель сказал, что раньше часто спал вот так на берегу Ганги под открытым небом. Мягкий песок, легкий ветер. Было удивительно спокойно, почти романтично. Кто-то дремал, кто-то даже храпел. Пару учеников ушли на разведку. Позже учитель сказал, что у него закралась мысль, а не я ли принесла неудачу, ведь женщина на смошане – это редкость, и теперь приходится ждать. Наконец, люди, сжигающие тело, ушли, и мы двинулись дальше. Учитель сказал, что сегодня я буду просто наблюдать, отдельно без участия в ритуалах, но для меня уже это было огромной честью. Я села в стороне и смотрела. Все было чужим, пугающим, но странно родным. И вдруг мы заметили, к смошану идут люди со свежим телом. Ученики быстро сказали мне сесть в трактор. Учитель набросил на меня свою накидку и строго предупредил не издавать ни звука, ни шороха. Я запрыгнула внутрь и замерла. В спешке я забыла телефон. Осознала это только по возвращении в ашрам. Слава богу, Смошан Баба нашел его и принес обратно. Акхора – это не просто путь, это древнейшая форма тантры, и именно здесь она живет в своей полной силе, как вамачара, то есть путь левой руки. Вамачара – это когда ты идешь не за толпой, а прямо туда, куда мама велела не ходить, на кладбище, к ведьмам, к Деви, к себе настоящему. Это путь, где Макали пьет кровь твоего эго, рыгает и улыбается, где Шива не в медитации, а в пляске на костях твоих предрассудков. Здесь ты учишься находить свет внутри той самой задницы, которую годами называл кармой или травмой. Здесь никто не спасается светом, тут ныряют в тьму с головой. Все, чего ты боялся, все, от чего ты бежал, здесь кладут прямо тебе на ладонь. Прах, кровь, останки догоревшего тела, страх и клочья твоего же эго. Помню, как на моем первом смошане Гуруджи повязал мне на бедра ткань со свежего трупа, как он тогда сказал, для защиты, и с абсолютно спокойным лицом сказал: «Иди собери гирлянды из цветов, что остались на нем, для Деви». И в этот момент ты не думаешь о просветлении, ты просто стоишь между смертью и жизнью, и вдруг понимаешь, ты дома. Махапрасад означает «великое подношение». Это все, что предложено божественному, а потом принято обратно как шакти. Но в Акхоре это не только пища, как в традиционных храмах. Здесь нет понятия чистое или грязное, здесь все шакти, все мать. Махапрасад – это не просто рис и сладости с алтаря. В Акхоре Махапрасад – это кровь, прах, вино и останки. Все то, что предложено Деви, а если это предложено ей, оно священно. Прах с трупного костра – это благословение. Глоток вина после пуджи Кали – это ее кровь. Кусок мяса – это ее тело. В вайшнавизме ты принимаешь пищу с чистыми руками, в Акхоре – с чистым принятием. Акхору часто путают с мраком, страхом, кладбищами и черепами, но в основе Акхоры не смерть, а служение. Служение не из долга, не из страха, а из глубокого понимания, что все это шакти, все живое. Для Гурудева Махакали не просто Мурти, она живая, она его мать. Он разговаривает с ней, советуется, просит помощи,
Он служит ей как живому существу. Он знает, какую еду она любит, какой цвет ей нравится, знает, когда она спит и когда просыпается, и даже видит, как она радуется или грустит. Махадев говорит, что из всех божеств Ма самая милостивая. Если ты молишься к матери искренне, она никогда не отказывает в просьбе. Спустя несколько дней после моего приезда началось мое обучение. Гурудев сказал, что даст мне мантры для обретения силы. Ночью он пришел ко мне с тетрадями из Гурукулы и древними книгами от своего учителя. Среди них была особая книга мантр Камакши Деви. Это уникальный сборник редких и проверенных мантр. Некоторые страницы даже были помечены словами «проверено работает». Книга почти рассыпалась от времени. Ее история мистическая. Пару лет назад в храме Камакхи в Ассаме к Гурудеву подошел незнакомец и молча передал книгу. Он сказал, что должен был отдать ее одному Махамуни, и сразу узнал Гуруджи. Книгу велено было не открывать, только делать пуджу, завернув в красную ткань. Но книга была написана на древнем хинди, а Гуруджи знал только Каннада. Махадев стал молиться матери, и вдруг перед ним появилась девушка, сияющая как свет. Внутренний голос подсказал, что это была сама Ма Камакхи. Она благословила его, коснувшись книги головы, и мантры сами начали звучать внутри. Он не читал, он слышал их всем телом. Ма велела быть осторожным, не передавать книгу никому, только делать пуджу. Книгу несколько раз пытались украсть, но она всегда возвращалась. Гурудев сказал, что в своей прошлой жизни эта книга уже была у него, теперь она снова вернулась. Ученики просят у него эту книгу, но Ма не позволяет никому ее давать, а мне он ее подарил. Сказал, что мне разрешено использовать любые мантры из этой книги. Мантры там самые разные – для обретения богатства, здоровья, разрушения связей, усиления притягательности и обретения мудрости. В ту ночь началось мое посвящение. Я записывала мантры под диктовку, их нужно было читать трижды в день, 21 день подряд. Каждую ночь ягна, каждый день пуджа, чтение мантр – это был ритм силы, и это было только начало. Акхора – это и жизнь, и смерть, и радость, и грусть. Это не что-то страшное или таинственное, это просто все как есть. Это больная собака, которую никто не прогоняет, и здоровая, бегущая по двору. Это грязь и красота, это то, от чего другие отворачиваются, а ты смотришь прямо. Акхора – это не про силу, она про то, чтобы не делить, не бежать от боли, не гнаться за светом, а принять все и жить по-настоящему. В этом и есть свобода.